Душа, непоколебимо преданная мне, обретает истинный мир и покой, ибо отдает мне все плоды своего труда. Тому же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, уготован на рабство. Дальше буквально. Разница между человеком, который обладает сознанием Кришны, и человеком с материальным сознанием заключается в том, что один привязан к Кришне, а другой к плодам своего труда. Человек, который привязан к Кришне и трудится исключительно ради него, безусловно является освобожденной душой, и он не тревожится о том, какими будут результаты его деятельности. Как сказано в Бхагаватам, человек беспокоится о результатах своего труда только тогда, когда находится во власти двойственности, то есть не обладает знанием об абсолютной истине. Кришна – это верховная абсолютная истина, личность Бога. Для человека, развившего в себе сознание Кришны, двойственности не существует. Все сущее создано энергией Кришны, а Кришна – всеблагой. Поэтому деятельность сознания Кришны имеет абсолютную природу, она всецело духовна и не влечет за собой материальных последствий. Вот почему человек, действующий в сознании Кришны, всегда пребывает в покое, который неизвестен тому, кто во всем ищет выгоду, движимый желанием чувственных наслаждений. Таков секрет деятельности в сознании Кришны. Знание о том, что нет ничего не связанного с Кришной, приносит человеку умиротворение и избавляет его от страха. Еще раз текст. Душа, непоколебимо преданная мне, обретает истинный мир и покой, ибо отдает мне все плоды своего труда. Тому же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, уготован на рабство. So, in the third chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, Значит, в 3 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: Yagyartat karmano nyatra lokoyam karma bandhana tadartha karma kontiya mukta sangha samachara. Work should be done as a sacrifice to the Supreme Lord. Человек должен заниматься деятельностью как в виде жертвоприношения верховной личности Бога. Otherwise, work binds one to the material world. Иначе же деятельность человека привязывает его к материальному миру. So Krishna consciousness means to see Krishna as the enjoyer. Поэтому сознание Кришны говорит, что нужно видеть Кришну как наслаждающегося. And we as his servants. А нас воспринимать как его слуг. So one should perform one's activities as an offering to Krishna. Мы должны заниматься деятельностью и предлагать ее Кришне. Whereas material consciousness means to see oneself as the enjoyer. В то время как материальное сознание означает, что мы считаем себя наслаждающимся. If one sees oneself as the enjoyer, then, as Prabhupada mentions here in the purport, one becomes anxious about the results of one's activities. Если человек считает себя наслаждающимся, то, как Шрила Прабхупада говорит в комментарии, человек начинает беспокоиться о плодах своей деятельности. And he also creates a karmic reaction. И также он создает кармические реакции. Of course, there is a spectrum of activities, karmic activities. Конечно, sуществует целый спектр различных кармических видов деятельности. Therefore, in the Gita, Krishna is explaining activities in goodness, activities in passion, activities in ignorance. Именно поэтому Кришна в Бхагавад-гите описывает деятельность в гуне благости, гуне страсти, гуне невежества. They may also be mixed in different ways. Они также могут быть различным образом смешаны между собой. Just like different colors, yellow, red, blue. Например, как разные цвета мешаются между собой. Желтый, красный, синий. If we mix, we can get orange, we can get green, we can get purple. Если мы их смешаем между собой, мы можем получить зеленый, можем получить фиолетовый, оранжевый. So same way, the modes of material nature may be mixed. Таким же самым образом гуны материальной природы могут смешиваться. But broadly speaking, the activities in the goodness are pious and create good karma. Говорить в целом, если, то деятельность в гуне благости создает благоприятную карму. And activities in ignorance produce bad karma. А деятельность в гуне невежества приводит к созданию плохой кармы. And activities in passion are in between. Деятельность в гуне страсти находится где-то между ними. And
The result of performing these kind of activities constantly throughout one's life, pious activities elevate one to better birth in the next life. И когда человек в ходе своей жизни занимается разными видами деятельности, то плоды его деятельности в гуне благости поднимают его наверх. And sinful activities result in one's going down to lower planets or species. А греховные виды деятельности приводят к тому, что человек в следующей жизни попадает либо в нижние инопланетные системы, либо уже в нижние формы жизни. So in this way, the living entities who are engaged in material activities, whether pious or ignorance, they are circulating in the cycle of birth and death. Поэтому живые существа в материальном мире, вне зависимости от того, какой они деятельностью занимаются, в гуне благости или в гуне невежества, они ходят по кругу по этому колесу рождения и смерти. There are many scriptures, Vedic scriptures, which describe how to perform pious activities. Существует много ведических писаний, которые рассказывают о том, как заниматься благочестивой деятельностью. How to worship various demigods to get benedictions from them. Как поклоняться различным полубогам, чтобы получить от них разные благословения. Or even to go to the planets of the demigods. Или даже попасть на планету полубогов. As Krishna says, Yanti Deva Vrata Devan Pitrin Yanti Putriva Taha Bhutani Yanti Bhuteja Yanti Mam Yajinopi Mam. Those who worship demigods can go to the planets of the demigods. Как Кришна говорит, люди, поклоняющиеся полубогам, попадают на их планеты. Those who worship the forefathers go to the forefathers. Те, кто поклоняется предкам, попадают к предкам. Those who worship ghosts and spirits go to the ghosts and spirits. Люди, поклоняющиеся духам и привидениям, попадают к духам и привидениям. But those who worship me, Krishna says, they go to my supreme abode. Но Кришна говорит, те, кто поклоняется мне, попадают в мою вечную верховную обитель. So, although many Vedic literatures give prescription for worship of demigod and elevation to higher planet, Krishna is not recommending that kind of activity. И хотя многие различные ведические писания рекомендуют благочестивую деятельность, чтобы попасть на планеты полубогов, Кришна не рекомендует заниматься этой He деятельностью. says in the Gita that men of small intelligence worship the demigods. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что только люди с низким уровнем разума поклоняются полубогам. And the fruits are limited and temporary. И что плоды такого поклонения, они ограничены и временны. Abrahma bhuvanal loka punaravartino arjuna mamupecha tukontiya punarjanmana vijite. From the highest planet in the material world to the lowest, all are places of misery, of repeated birth and death. Весь материальный мир, начиная с верхних планет и начиная с самыми нижними, все это лишь юдоль страданий и круг рождения и смерти. But one who attains my abode never comes back again to this material world. Но человек, который поклоняется мне, никогда больше не вернется обратно в этот материальный мир. So, that is a subject matter of Gita, how to worship Krishna. Это и есть предмет Бхагавад-гиты. Как поклоняться Кришне. How to put Krishna in the center of one's life. Как поместить Кришну в центр своей жизни. And dedicate oneself to serve Krishna. И посвятить всего себя служению Кришне. Of course, for us to approach Krishna directly is not possible. Конечно, для нас невозможно напрямую обращаться к Кришне. Therefore, we approach through Guru and through the Parampara. Поэтому мы обращаемся к нему через гуру и парампару. Parampara, that is disciplic succession, chain of spiritual masters coming down from the time of Krishna himself. Парампара – это цепь ученической преемственности, линия учителей, которые берут начало от самого Кришны. And of course, in the recent times, Srila Prabhupada is world acharya who has established the International Society for Krishna Consciousness. Если говорить о последнем времени, то именно Шрила Прабхупада стал вот этим мировым учителем, ачарьей, который основал движение сознания Кришны. And he requested his disciples also to become gurus and accept disciples. Также он просил своих учеников становиться гуру и принимать, в свою очередь, учеников. And they will have also the grand disciples and great grand disciples. И также у них есть ученики, ученики их There учеников. will be great grand disciples. Да, будут ученики учеников учеников. That is the system of parampara. Такова система парампара. So the devotee acts under guidance of his guru. Значит, преданный действует по наставлениям своего гуру. Doesn't mean the guru is giving him direction in every single aspect of his life.
Это не значит, что гуру дает ему наставления и направления в каждом аспекте его жизни. Это не значит или не значит? Не значит. Yeah. Не значит. But broadly speaking, devotees will act under the guidance of Prabhupada's instructions, and more specifically, they may get some direction from their guru. Говоря широко, преданные получают наставления от Шрилы Прабхупады и от своих духовных учителей в какой-то степени. So in this way, and also one may take direction from senior devotees who are like Shiksha gurus giving practical instructions. Также человек может принимать наставления от старших преданных шикшу-гуру, которые рекомендуют, как действовать в той или иной ситуации. Also one has to use one's intelligence. И также человек должен использовать свой собственный разум. By hearing regularly from scriptures, from senior Vaishnavas, then one develops a spiritual understanding, spiritual intelligence. Постоянно слушая Писание, слушая лекции старших преданных, преданный развивает свой разум и знает, как действовать в ситуациях. And of course, especially important is chanting the holy names as attentively as possible. И, конечно же, наиболее важно повторять святые имена настолько внимательно, насколько возможно. Krishna, in the age of Kali, he has incarnated in the form of the holy names. В век Кали Кришна явился в этот мир в форме своих имен. So this chanting of the holy names is a central activity in Krishna consciousness. Поэтому спевание святых имен Господа — это центральная деятельность It's сознания a Кришны. way in which we can associate with Krishna constantly. Это способ, которым мы можем постоянно общаться с Кришной. Therefore, devotees are chanting the 16 rounds or however many they can chant. They're chanting regularly every day. Именно поэтому преданные регулярно каждый день повторяют минимум 16 кругов, кто-то больше. Somebody may chant less. It depends, whether they're initiated or not. Да, кто-то может повторять меньше, зависит от того, инициирован преданный или нет. But in any case, one should try to chant a fixed number of rounds. В любом случае, человек должен повторять какое-то определенное количество кругов. You may start with 1 and increase to 2 and increase to 4 and 6 and 8 like that. Можно начать с одного, потом увеличить до 2, 3, 4, 6, 8 и так далее. But try to keep steady number of rounds. Но старайтесь все время поддерживать какое-то стабильное количество кругов каждый день. And try to chant them attentively. И старайтесь повторять их внимательно. In this way, this will help to discipline the mind. Это поможет дисциплинировать ум. And keep one's consciousness attached to Krishna and fixed on Krishna. И поддерживать свое сознание направленным к Кришне и привязанным к Кришне. To remember Krishna in all circumstances. Помнить Кришну во всех обстоятельствах. As Krishna says, for one who sees me everywhere and everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. Krishna говорит, человек, который видит все во мне и меня во всем, никогда не потерян для меня, и я для него никогда не потерян. So in this way, a devotee should take shelter of Krishna, Krishna's holy names, and the process of bhakti yoga. Поэтому преданный должен принять прибежище у Кришны, святых имен Кришны и процессы бхакти-йоги. And perform his activities in a mood of devotion to Krishna. И выполнять свою деятельность в настроении служения Кришне. This kind of activity is called akarma. It doesn't produce any karmic reaction. Такая деятельность называется акарма. Она не производит никаких кармических реакций. Neither bad or good karma. Ни хороших, ни плохих видов кармы. It's transcendental activity. Это трансцендентная деятельность. It attaches one to Krishna and it liberates one from the cycle of birth and death. Такая деятельность привязывает человека к Кришне и освобождает его от круга рождения и смерти. If one practices in this way throughout his life, then at the time of death, it's more likely he'll remember Krishna. Если человек практикует бхакти-йогу в течение всей своей жизни, то в момент смерти очень вероятно, что он сможет вспомнить Кришну. And therefore, Krishna says that one who remembers him at the time of death, he can go to his abode. Поэтому Кришна говорит, что человек, который в состоянии помнить его в момент смерти, может попасть, уйдет к нему в его обитель. Manmana bhavamad bhakto madhyajimam namaskuru mami vaishyasi satyam te pratijane priyosi me. Always think of me, become my devotee, worship me, offer your homage to me.
Всегда думай обо мне, поклоняйся мне, прими в мое прибежище. Thus you'll come to me without fail. I promise you this because you're my very dear friend. И тогда, без сомнения, ты придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. So in this way, the process of Bhakti Yoga is a simple process, but it's also a very powerful process. Таким образом, сознание Кришны — это простой процесс, но в то же время очень могущественный. Srila Prabhupada calls it the peace formula. Шрила Прабхупада называет его формулой мира. He once wrote a small book called The Peace Formula. Как-то он написал короткую книгу, которая называется «Формула мира». That is based on the last verse of 5th chapter of Bhagavad Gita. Он основывается на последнем стихе 5 главы Бхагавад-гиты. Bhuktaram yagyatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatvamam shantim richati. That the devotees who are wise persons, А преданные, которые являются мудрыми людьми, they get peace from the pangs of material miseries. они обретают умиротворение в этом мире страданий и боли. Because they recognize Krishna's position. Потому что они признают положение Кришны. That Krishna is the supreme enjoyer of all sacrifices and activities and austerities. Они признают, что Кришна является верховным наслаждающимся всеми плодами всех видов жертвоприношений, аскез и других видов деятельности. And he is the proprietor of everything, of all the planets, all the demigods, everything. И что именно ему принадлежат все миры, все планеты, всеми богами и так далее. And he is the well-wisher and benefactor of all living beings. И что он является доброжелателем и благодетелем для всех живых существ. So the devotee has proper understanding of his own position as insignificant spirit soul. Преданный таким образом понимает свое истинное положение в качестве очень незначительной крошечной души. And that Krishna is the supreme object of worship, the supreme enjoyer, supreme personality of Godhead. И понимает, что Кришна является верховной личностью Бога, верховным объектом поклонения. So in this way he's properly situated in his activities in relation with the Supreme. Таким образом, он занимает правильное положение в своих отношениях с Верховным. And he also understands that Lord is in everyone's heart. Также он понимает, что Господь находится в сердце каждого. Therefore we should be respectful to all. Поэтому мы должны быть уважительны к каждому. And devotee also feels himself to be a servant of others. И преданный должен чувствовать себя слугой других людей. How to encourage others also to develop spiritual consciousness. Должен понимать, как вдохновлять других, развивать свое духовное сознание. First and foremost, a devotee does that by his own behavior. В первую очередь, преданный делает это посредством своего собственного поведения, By showing proper example to others. показывая правильный пример другим. But also by giving good advice and instruction. Но также давая хорошие советы и инструкции. Or by different means, like we distribute books or distribute prashadam. Какими-то другими способами, как вот мы распространяем книги, просад. Perform Harinam, Sankirtan or different public programs. Мы проводим харинамы, санкиртаны, какие-то публичные программы. Activities which help people to come close to Krishna. То есть занимаемся деятельностью, которая помогает другим людям стать ближе к Кришне. To help them understand the process of Bhakti Yoga. Помочь им понять процесс бхакти-йоги. And to give them opportunity also to engage in some practical activities of Krishna consciousness. И дать им возможность занять себя в каком-то практическом виде деятельности в сознании Кришны. Srila Prabhupada created ISKCON for that purpose. Именно для этой цели Шрила Прабхупада создал ИСККОН. To give devotees opportunity to associate together. Дать преданным возможность общаться друг с другом. To encourage one another in spiritual life. Вдохновлять друг друга в духовной жизни. By performing Sankirtan and other activities. Занимаясь санкиртаной и другой деятельностью. Together. Вместе. And this also gives opportunity for newcomers to join in and see how practically the process is performed. Это также дает возможность новичкам увидеть, каким образом происходит эта деятельность. And Srila Prabhupada also formed the Bhaktivedanta Book Trust
Также Шрила Прабхупада основал издательство Bhaktivedanta Trust, in order to publish these books, which he has translated and commented upon. для того, чтобы издавать те книги, которые он перевел и которые он написал комментарии. So we have some authentic scriptures on which to base our activities. Таким образом, у нас есть истинные писания, на которых мы можем основывать свою деятельность. In this way, Prabhupada has shown how the whole culture of Krishna consciousness actually works. Таким образом, Шрила Прабхупада показал, каким образом работает культура сознания Кришны. It's important to live within some kind of culture. Очень важно жить в рамках какой-то культуры. But especially God-conscious culture. Особенно жить в культуре, которая осознает Бога. People in general, they like to live in some culture. Все люди в целом любят жить в какой-то культуре. Just like here, Russia, there's a Russian culture. Например, здесь в России, здесь вот русская культура. And people are proud of their culture. И люди гордятся своей культурой. So in other countries, the same thing we can find. То же самое может быть и в другой стране. But unfortunately, most of these cultures now in the world, they're becoming godless. Но, к сожалению, большинство этих культур по всему миру становятся безбожными. And people are, forgetting the importance of following spiritual instructions. И люди забывают о том, насколько важно следовать духовным наставлениям. Rather, people are becoming more and more materialistic. Люди становятся все более и более материалистичными. And isolated from one another. Они изолируются, отделяются друг от друга. Somehow or other, just to make as much money as possible and try to enjoy life individually or with one's family and friends. Стараются как можно больше зарабатывать денег и наслаждаться этой жизнью наедине с собой или со своей семьей, родственниками. Instead of going to spiritual institutions for spiritual practice. Вместо того, чтобы идти в какие-то заведения, где практикуется духовная наука. People are going to football matches. Люди идут на футбол. I guess here in Russia they do. Yeah? Наверное, в России здесь ходят, да? I mean, in say England, for example. Например, в Англии, да? There are so many football stadiums. Там столько футбольных стадионов. Every city has. В каждом городе. Many football stadiums. Очень много футбольных арен. People are going there every week. Каждую неделю туда люди ходят. Drinking. Выпивают. Shouting. Кричат, орут. Sometimes fighting. Иногда дерутся. So this is not a very elevated culture. Это не очень возвышенная культура. It's a degraded kind of culture. Деградировавшая культура. Quite materialistic. Достаточно материалистичная. And in the churches you won't find nearly so many people. И вот столько людей, как здесь, в общем-то, в церквях не найти особо. Like the football stadium. Видите, как на футболе. В церквях как не найти столько людей, как на футболе. So this is unfortunate that Kali Yuga means that people become more degraded, more materialistic. К сожалению, да, так происходит. Кали-юга означает, что люди становятся все более материалистичными, более деградирующими. But still, some persons are sincerely interested in spiritual life. Но вместе с тем, некоторые люди искренне интересуются духовной жизнью. So Srila Prabhupada wanted to give opportunity to such persons. И Шрила Прабхупада как раз хотел дать возможность таким людям. And therefore he has established ISKCON. И именно поэтому он основал ISKCON. To show the culture of Krishna consciousness. Чтобы показать людям культуру сознания Кришны. Very colorful culture. Культура, которая наполнена таким большим количеством разнообразия и цветов. Nice, deity worship. Замечательное, прекрасное поклонение божествам. Nice chanting. Замечательные воспевания. Nice instructions, scriptures, and descriptions of Krishna's pastime. Прекрасные наставления, писания и описания игр Кришны. Nice prasadam. Великолепный просад. Nice association. Замечательное общение. So this is the idea to live within the Krishna conscious culture and
be happy in a Krishna consciousness. Таким образом, такова идея жизни в сознании Кришны, и когда человек может быть счастлив в этой культуре. So, Hare Krishna. Any questions? Еще какие-то вопросы? Последнее слово рабства в тексте. Последнее слово рабство? В тексте, да. Вот в этом тексте? Да, в тексте. Okay. There is the last. Well, in Russian it is the last word. So the verse that we've read says that the persons who enjoy the fruits of their activities. Well, in Russian it says that they will be slaves. I think of the material nature. In Russian it is slavery of the material world. I don't remember what's in the original. What's the question? So the question is, can you please say a couple of words on this slavery? What kind of slavery in the material world there will be? Well, in English, Prabhupada has translated, becomes entangled. Yeah, entangled, yeah. What can you please say a couple of words on this? How do you say entangled in Russian? Запутан. How do you say? Запутанный, сбитый с толку, да, запутанный. The entangled means he's entangled within the laws of karma. В оригинале используется слово не рабство, а запутанный, сбитый с толку. Таким образом имеется в виду, что человек в результате привязки к материальному миру становится запутанным в кармических реакциях. Yeah. Запутанность. So one who acts in Krishna consciousness, he becomes transcendental to the laws of karma. Человек, практикующий сознание Кришны, становится трансцендентным по отношению к законам кармы. He doesn't get entangled in the complexities of karma. Он не запутывается во всех сложностях кармы. Of course, to some extent, we are entangled due to previous activities. Конечно, в какой-то степени мы запутаны в своей карме по причине своей прошлой деятельности. That's why we have a particular, body born in a particular family, particular country. Именно поэтому мы рождаемся в определенном теле, в какой-то семье, в какой-то стране. It takes time to get freed from that entanglement in karma. И нам требуется какое-то время, чтобы освободиться от запутанности в этой карме. You might say at least it takes a whole lifetime. В общем, можно сказать, что это занимает всю жизнь. Because, as long as we have this body, it's still some kind of consequence of previous karma. Потому что до тех пор, пока мы имеем это тело, к нам приходят последствия нашей прошлой кармы. But the devotee is in the process of getting liberated, getting freed from the entanglement of karma. Но практикуя сознание Кришны, человек все больше освобождается из этой своей кармы. He's not creating more karma. Он не создает еще больше новой кармы. If he's acting seriously in Krishna consciousness. Если он серьезно практикует сознание Кришны. And gradually burning off his previous karma. И также постепенно сжигает свою предыдущую карму. So when it says one who is greedy for the fruits of his labor becomes entangled, means someone is acting on the material platform, he's getting more entangled in the workings of karma. То есть тут, когда тут говорится о том, что человек, занимающийся материальной деятельностью, запутывается в своей карме, означает, что он создает еще больше кармы в этой жизни, еще больше не запутывается. Or someone acting in Krishna consciousness becoming less and less entangled in karma. В то время как человек, который практикует сознание Кришны, он все меньше и меньше привязан к своей карме, все меньше испытывает последствия. Я хотел бы сказать, это очень хорошее сравнение с футболом. Почему огромное количество людей ходит на футбол, на какие-то театры, кино. Мне кажется, если бы сознание Кришны, да, то есть это было, скажем так, была бы более качественная проповедь, но тогда бы большее количество людей приходило в это сознание Кришны. В каком смысле качественно? Если человек привык звук слышать из маленьких колонок, ему трудно что-то продемонстрировать из больших колонок. Качественный звук. Хайр. Если учитывать интересы людей, то есть интересы семьи, это интересы мужа, жены, детей, это их жизни, а не отрицать это материальную жизнь,
как ну, это частенько бывает ну, фанатично, тогда очень большое количество людей ну, будет в сознании Кришны, и вкус вот этот, высший вкус, людям всем это без исключения станет нравиться. То есть учитывая интересы как бы людей обычных. В чем вопрос? Нет, не вопрос, просто как добавление, что более качественная проповедь, она как бы ну, это ведет к тому, что будет большое количество людей ну, приходить в сознание Кришны. Принимайте во внимание, вы, как вы сказали, обычных людей, семью, жену и так далее, да? Да. Не быть фанатичным. Да. Okay, he said that, well, you said that many people attend football matches and events like that, but he said that probably if our preaching were better, like if we were not so fanatic sometimes, and if we, took into account like usual life, families, and if we were not denying, the existence of the family life, importance of that. Maybe he said that there were, more people would join the movement of Krishna consciousness. Yeah, I mean, no doubt if we can improve quality of our individual Krishna consciousness and our preaching, yes, more people will be attracted, but this is a gradual process. Да, без сомнения, если каждый из нас будет повышать свой уровень сознания Кришны, если мы будем повышать качество проповеди, то да, конечно же, больше людей будут привлекаться, но это постепенный процесс. And anyway, it's also Kali Yuga, so we can expect, most people will be materialistic. That's the nature of Kali Yuga. Ну и не стоит забывать о том, что это Кали-юга, и ее природа такова, что все больше и больше людей они становятся материалистичными, такова природа вещей. So Kali is making propaganda. It's very powerful. У Кали очень мощная пропаганда, хорошая, not хорошая propaganda, but powerful. очень мощная пропаганда. But yeah, devotees have to try to improve also. There's no doubt about that. Но, конечно, нет никаких сомнений в том, что преданные должны улучшать качество своей проповеди. And yes, that should encourage family life, peaceful family life. И, конечно же, мы должны всячески пропагандировать счастливую и мирную семью, Based on Krishna consciousness. основанную на сознании Кришны. But we shouldn't be just only preaching renunciation. Да, мы не должны проповедовать только отречение. Renunciation are for some at certain stages of their life. Отречение годится для некоторых людей на определенных стадиях их жизни. But most persons are in family life. Но большинство людей, они должны жить в семье. So they shouldn't be encouraged to artificially give up family life. Поэтому большинство людей не стоит призывать к искусственному отречению от семейной жизни. But still, there has to be certain kind of mood of renunciation in the sense of renouncing the idea that I'm the only enjoyer. Вместе с тем обязательно должна в какой-то степени присутствовать идея отречения, в том смысле, что я отречен от плодов наслаждения. I am the only Отрекаться от того, что я являюсь единственным наслаждающимся. Вот от этой идеи нужно отрекаться. We have to, have that consciousness that Krishna is present and Krishna is the supreme enjoyer. Мы должны пребывать в таком состоянии сознания, что Кришна существует и что Он является верховным наслаждающимся. Про Парампуру вы сказали, вот вы гуру, кто-то из ваших учеников станет гуру, то есть она будет расти и шириться или останется в этом неделенном виде? So you said that, you were talking about the parampara. So you are a guru, maybe some of your disciples will become a guru. So this system will be extending, right? Yes. Расширяться будет. Потом там 100 будет, да? Then there will be hundreds of gurus. Well, that was Prabhupada's idea. There'll be thousands of them. Но это как раз то, о чем в этой идее Прабхупады.
There'll be thousands of them Будут тысячи гуру, in the future. Oh, And sure. hundreds of thousands of а them. потом сотни тысяч гуру. Why not? Почему нет? Yeah. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что мы не освобождены от наших прошлых поступков. Это значит, что все взаимосвязано в нашей жизни, и мы несем какую-то определенную миссию, в смысле каждый из нас, какой-то определенный талант имеет. So you're saying that, well, our life is formed according to our previous karma. So does that mean that each of us has some kind of a mission or some kind of talent that we have to, use to realize? To realize what? So each of us has some kind of a mission in life or some kind of talent. Yes, everyone has got specific talent, that's a fact. Да, факт, что каждый из нас обладает каким-то определенным талантом. So we should use that in a devotional service. Да, и нам нужно использовать этот талант в преданном служении. Получается, мы отрабатываем прошлую карму и одновременно несем определенную миссию, правильно? So this means that there are two things. First, we work off our previous karma, and also we have some mission to do. Yes. Да. Yep. К материальным наслаждениям. Вот на эту тему хотелось бы задать вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы Кришна забрал этот вкус? So speaking about the taste from material enjoyments, what shall we do so that Krishna will take this taste from us, the taste from material enjoyments? So we should try to increase our spiritual enjoyment. Мы должны повышать наше духовное наслаждение. To develop taste for chanting the holy names. Развивать вкус к воспеванию святых имен. Develop taste for devotee association. Развивать вкус к общению с преданными. For hearing about Krishna. К слушанию о Кришне. And for using our ability and talents in Krishna service. И вкус к использованию наших талантов и способностей в сознании Кришны. We also have to be patient. Также мы должны быть терпеливы. We may have our attachments here in this world. У нас могут быть какие-то привязанности здесь в материальном мире. So, try to increase spiritual attachment and dovetail whatever material attachments we have in Krishna service. Поэтому нужно стараться увеличивать духовный вкус, а те материальные привязанности, которые есть, мы должны использовать их в преданном служении. If possible, not all material attachments. Ну, конечно, не все материальные привязанности, но если это возможно. Whatever is possible, and then still, if there are some habits, material habits, don't panic. Если у вас, тем не менее, это насколько возможно, тем не менее, если у вас остаются какие-то материалистичные привычки, не паникуйте. Just try to be steady, try to increase the spiritual content of one's life gradually. Старайтесь быть твердыми, решимыми и стараться увеличивать духовное содержание своей жизни. And if there are some, defects, you have to be tolerant. Если же существуют какие-то недостатки, какие-то дефекты, то просто будьте терпеливы. Какой любовью Кришна нас любит? What kind of love? What kind of love does Krishna love us? I mean, what kind of love Krishna has for us? Well, Krishna is our maintainer. Кришна нас поддерживает. And depending how we interact with him, he'll reciprocate with us. И в зависимости от того, как мы взаимодействуем с ним, таким образом он будет отвечать нам. If Krishna says that Yeya tam mam prapadyate tam stataiva bhajami aham mama vartmanu vartante manusya partha sarvasa. All of them, as they surrender to me, I reward them accordingly. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, когда человек таким образом, каким человек предается ко мне, таким же образом я ему отвечаю. So, the more intensely a devotee serves and loves Krishna, the more he will feel reciprocation. Чем более интенсивно человек служит Кришне, любит его, тем больше он будет чувствовать того же самого в ответ.
интересен вопрос, когда, вот, допустим, человек, верующий человек, не может управлять своими чувствами, входит в гнев. Возможно ли ему помощь и какая карма его ждет, если он не справится? Okay, верующий человек? Да, верующий человек. Well, в смысле преданный? Да, преданный. Sorry. So if a devotee, so he practices spiritual practice, but he's very angry. Okay, so I mean he has a defect of anger, so very frequently. So if he does not manage to overcome this, what kind of karma he will have? What will be the result of his anger? Well, it may cause him to take birth again. Ну, это может, в результате он может опять принять рождение в материальном мире. But if he's been a devotee, then he would take birth again as a devotee. Но если он преданный, то он опять родится преданным. So I mean, it could take more than one lifetime. It could take quite a few lifetimes in some cases. Просто в этом случае, как в некоторых других, ему потребуется не одна жизнь, а несколько жизней. А возможно ли какая-либо помощь со стороны? Is there, can there be any help for this person, from outside, external? Well, yes, other devotees can try to help him, advise him. Да, преданные могут ему как-то помогать, советовать. Try to engage him in a way that he won't be agitated. Как-то так его занять, чтобы он не сильно перевозбуждался. And I mean, that's also what it comes for. I mean, it's to increase general spiritual consciousness by, nice hearing and chanting. В общем-то, для этого тоже создан искон для того, чтобы при помощи замечательного воспевания как-то улучшать общее сознание Кришны. So to invite and encourage persons who are struggling like that to participate in the spiritual practices, hear the Bhagavatam, hear the scriptures, chant the holy name. Для того, чтобы привлекать к духовной практике, к сознанию Кришны, к чтению Бхагаватам, к воспеванию людей, которые как-то борются с какими-то такими привычками или недостатками в своей жизни. You can say that's an external help, isn't it? Это наверное, есть как раз внешняя помощь, не так. Но также гнев может быть праведный гнев, если оскорбляют преданных, оскорбляют Кришну, то Вайшнав иногда проявляет гнев, Хануман проявлял гнев. Yes, sometimes, but that's a controlled anger. That's not an uncontrolled anger. Да, конечно, иногда можно проявлять гнев, но это контролируемый гнев. Just like a parent might get angry with the child. Как, например, родитель может разозлиться на ребенка. For the benefit of the child. Ради блага самого ребенка. He's out of love for the child. Он делает это из любви к нему. But I think you're talking about uncontrolled. Но я так понимаю, что вы говорите о неконтролируемом гневе, да? Воздействие. Надо убирать воздействие. А как увеличить силу веры в Кришну? Oh, he's following the process. Продолжайте следовать процессу. Вы упомянули несколько жизней преданного. А в Прабхупаде были такие слова, что за одну жизнь возможно достичь совершенства. Вот. Просто при каких обстоятельствах он сказал, не касается ли это нас? So you said that in some cases there might be several lives needed to get protection, but Prabhupada says that the person can become spiritually perfect in one life. And he says, is it about some kind of people, or is it also about us here? Some of us might attain perfection in one life, and some of us it might take 2, some might take 3, 4, 5. Вот, если говорить о нас, то кому-то из нас может понадобиться одна жизнь всего, кому-то 2, 3, 4, 5. Well, we should try our best to complete our business in one life, Prabhupada said. Прабхупада говорит, что мы, конечно, должны стараться закончить все эти свои дела материальные здесь за одну жизнь. And even if we don't attain perfection, Krishna, he may be very merciful. И даже если мы не достигнем духовного совершенства за одну жизнь, то Кришна может быть очень милостив. But even if one come back as a devotee, carry on.
chanting Hare Krishna and performing devotional service. Даже если кто-то опять вернулся сюда в следующей жизни, стал преданным, пусть продолжает, воспевает, практикует. Okay. Thank you very much. Спасибо большое. Huh? Что значит внимательно читать джапу? Можно как-то It means your mind doesn't wander when you chant. You're focused on hearing the transcendental sound. Это значит, что ваш ум сосредоточен на слушании трансцендентных звуков, что он не гуляет, не отвлекается от слушания. Okay. Thank you very much. Большое спасибо. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srimad Bhagavad Gita ki. Samudita Bhaktivinoda ki.